Представьте себе, что вы спите, и вдруг понимаете, это сон, но не просто понимаете, а сохраняете ясность мышления, способность принимать решения и даже управлять происходящим. Именно такое удивительное состояние сознания называется осознанным сновидением. В эти моменты человек не просто пассивный наблюдатель своих снов, а активный участник, способный исследовать глубины собственной психики и работать с ней. Карл Густав Юнг, один из величайших исследователей человеческой души, красиво описал это явление. Сны – это маленькая потайная дверь в глубину души, открывающаяся в ту космическую ночь, которая была душой задолго до того, как появилось сознательное эго. И действительно, осознанные сновидения предоставляют нам уникальную возможность заглянуть за эту дверь, оставаясь при этом в полном сознании. Но что говорит современная наука об этом удивительном феномене? Исследования с использованием передовых методов нейровизуализации показали нечто поразительное. Во время осознанных сновидений наш мозг демонстрирует особую активность в префронтальной зоне мозга, области, отвечающей за самосознание, принятие решений и критическое мышление. Именно эта активность позволяет нам сохранять ясность ума и способность к осознанным действиям, даже когда наше тело спит. Особенно интересно исследование Стивена Лабержа, который посвятил десятилетия изучению осознанных сновидений. Его работы показали, что во время таких снов наш мозг находится в уникальном состоянии. С одной стороны, он демонстрирует типичные паттерны фазы быстрого сна, а с другой – повышенную активность в зонах, связанных с метакогнитивными процессами, то есть с нашей способностью осознавать собственные мысли и процессы мышления. Это удивительная способность нашего мозга работать на двух уровнях одновременно. Создавать сновидения и при этом сохранять осознанность открывает перед нами совершенно новые возможности для самопознания и личностного роста. Фактически, осознанные сновидения становятся мостом между сознательным и бессознательным, позволяя нам исследовать те области нашей психики, которые обычно скрыты от нашего повседневного восприятия. В современном мире мы привыкли думать, что контроль над своей жизнью ограничивается только физической реальностью. Мы планируем свой день, принимаем решения на работе, выстраиваем отношения. Однако наша реальность многослойна, и сновидения представляют собой не менее важный ее уровень. Когда мы учимся осознанно действовать во сне, мы расширяем границы своего влияния на собственную жизнь, получая доступ к тем ее аспектам, которые обычно находятся вне зоны нашего сознательного контроля. Представьте себе айсберг. То, что мы делаем в повседневной жизни, это лишь его видимая часть. Под поверхностью скрываются наши глубинные убеждения, неосознанные страхи, подавленные желания и нереализованный потенциал. Научившись управлять своим состоянием в сновидениях, мы получаем уникальную возможность работать с этой скрытой частью напрямую. Это не просто интересный опыт или развлечение, это путь к более полному и глубокому управлению своей жизнью. Как отмечал психиатр Станислав Гроф, наше сознание подобно многоэтажному дому, где мы обычно живем только на первом этаже. Осознанные сновидения позволяют нам освоить и верхние, и нижние этажи этого здания, делая нас по-настоящему полноправными хозяевами своей психической реальности. Когда мы учимся проявлять волю и осознанность во сне, эти качества естественным образом усиливаются и в бодрствовании, создавая позитивный цикл развития личности. Особую глубину пониманию осознанных сновидений придают слова Виктора Франкла, создателя логотерапии. Он говорил: «Между стимулом и реакцией есть пространство. В этом пространстве наша сила выбирать наш ответ. В нашем ответе лежит наш рост и наша свобода».
Эта мысль удивительно точно описывает суть практики осознанных сновидений. Ведь что происходит, когда мы осознаем себя во сне? Мы обнаруживаем то самое пространство между событиями сна и нашей реакцией на них. Вместо того, чтобы автоматически реагировать на образы сновидения, мы получаем возможность остановиться, осмыслить происходящее и выбрать свой осознанный ответ. Здесь мы подходим к ключевому элементу практики осознанных сновидений – роли воли. Многие думают, что воля – это просто способность заставить себя что-то сделать или, наоборот, от чего-то удержаться. Однако психиатр Роберто Саджиоли предложил гораздо более глубокое понимание. Воля – это не только сила, с которой мы противостоим препятствиям, но и способность направлять все наши психические функции к осознанно выбранной цели. В контексте осознанных сновидений это означает, что мы учимся не просто контролировать сон, а направлять его течение в соответствии с нашими глубинными целями развития. Это похоже на искусство управления лодкой на реке. Мы не боремся с течением, а используем его силу, умело направляя лодку к выбранной цели. Также и в сновидениях мы не пытаемся подавить или изменить естественный поток образов и символов, а учимся работать с ними, направляя их энергию на личностную трансформацию. Развитие такой осознанной воли в пространстве сновидений постепенно меняет и наше бодрствующее сознание. Мы начинаем замечать, что способность делать паузу перед реакцией, выбирать свой ответ и направлять свои действия к осознанно выбранной цели становится все более естественной частью нашей повседневной жизни. Это создает уникальную возможность для глубинной трансформации личности, где каждый момент осознанности, будь то во сне или наяву, становится шагом к более полной реализации нашего потенциала. Но как же на практике развивать эту волю, о которой говорил Асаджиоли? Как научиться направлять свои психические функции к осознанно выбранной цели? К счастью, существуют конкретные упражнения, которые помогают укрепить волю в повседневной жизни, создавая прочный фундамент для практики осознанных сновидений. Первое упражнение называется «Противоположное действие». Оно простое, но чрезвычайно эффективное. Выберите какое-нибудь привычное действие. Например, то, как вы чистите зубы, каким маршрутом ходите на работу или какой рукой держите телефон. А теперь сознательно выполните это действие противоположным образом. Чистите зубы другой рукой, пойдите на работу новым маршрутом, возьмите телефон непривычной рукой. Главное здесь – внимательно отслеживать возникающее сопротивление и мягко, но настойчиво его преодолевать. Практикуйте это ежедневно в течение недели, и вы заметите, как укрепляется ваша способность к осознанному выбору. Второе упражнение мы называем «отложенное удовольствие». Оно построено на развитии способности управлять своими импульсами. Выберите что-то приятное, что вы обычно делаете сразу же, как только появляется такая возможность, например, проверка социальных сетей или перекус любимой едой. Теперь установите себе небольшую задержку, всего 10 минут. Когда возникает желание выполнить это действие, сделайте паузу. Используйте эти 10 минут для наблюдения за своими реакциями, за тем, как проявляется нетерпение, какие мысли приходят в голову. Постепенно увеличивайте время задержки. Это упражнение развивает не только волю, но и осознанность, качества, необходимые для практики осознанных сновидений. Третье упражнение. Завершение начатого. Особенно важно, так как оно развивает способность доводить дела до конца, что критически важно в работе со сновидениями. Начните с составления списка всех своих незавершенных дел. Это могут быть как совсем маленькие задачи – починить сломанную вещь или разобрать ящик стола, так и более серьезные проекты.
Возьмите за правило каждый день завершать хотя бы одно дело из этого списка, неважно, насколько оно маленькое. Главное – внимательно наблюдать за тем, какое сопротивление возникает, когда вы приступаете к выполнению давно откладываемой задачи и как вы это сопротивление преодолеваете. Практикуя эти упражнения, вы не просто развиваете волю, вы создаете новые нейронные связи, которые помогут вам сохранять осознанность и способность к принятию решений как в повседневной жизни, так и в пространстве сновидений. Помните, каждый момент преодоления себя, каждое маленькое волевое усилие – это кирпичик в фундаменте вашей способности к осознанным сновидениям. А теперь давайте поговорим о более глубоком смысле практики осознанных сновидений. Многие начинают интересоваться этой практикой из любопытства или желания испытать необычный опыт, полетать во сне или посетить экзотические места. Однако истинный потенциал осознанных сновидений гораздо глубже. Они могут стать мощным инструментом для исцеления и восстановления важнейших связей в нашей жизни, особенно семейных. Известный психотерапевт Берт Хеллингер внес огромный вклад в понимание того, как семейные системы влияют на нашу жизнь. Он обнаружил, что многие психологические проблемы берут свое начало в нарушенных порядках любви, естественных связях между членами семьи, которые по разным причинам оказались искажены или разорваны. Это могут быть непроработанные конфликты, семейные тайны, прерванные отношения или непризнанные чувства. Осознанные сновидения предоставляют нам уникальную возможность работать с этими глубинными паттернами. В пространстве сна мы можем исследовать свою семейную систему особым образом, недоступным в обычном состоянии. Представьте, что вы получаете доступ к своего рода семейному архиву, где хранятся не только ваши личные воспоминания, но и более глубокие пласты семейной истории. В осознанных сновидениях мы можем встречаться с внутренними образами наших родителей, бабушек и дедушек, других значимых членов семьи. Эти встречи не просто игра воображения. Они дают возможность увидеть и почувствовать те связи, которые остаются невидимыми в повседневной жизни. Мы можем вести диалоги, выражать невысказанные чувства, находить понимание там, где раньше была обида или непринятие. Особенно ценна возможность восстанавливать нарушенные связи на символическом уровне. Даже если в физической реальности уже невозможно поговорить с ушедшим родственником или исправить давний конфликт, в пространстве осознанного сна мы можем провести эту важную внутреннюю работу. Такое символическое восстановление связей часто приводит к глубоким изменениям в реальной жизни. Меняется наше отношение к ситуации, приходит принятие, исчезает тяжесть старых обид. Однако работа с семейной системой – это только часть того глубинного потенциала, который предлагают осознанные сновидения. Не менее важным аспектом является возможность исследовать и корректировать фундаментальные искажения в нашем восприятии себя и мира. Известный психиатр Ирвин Ялом посвятил значительную часть своей работы изучению того, как люди сталкиваются с базовыми экзистенциальными аспектами жизни, такими как свобода, ответственность, смысл существования, отношения с другими людьми. В пространстве осознанных сновидений мы получаем уникальную возможность увидеть свои базовые убеждения в действии. Представьте, что вы можете наблюдать, как работает ваш ум, создавая реальность сна. Какие ситуации он выбирает, какие образы создает, какие сюжеты повторяются снова и снова. Эти паттерны не случайны. Они отражают наши глубинные представления о себе и мире. Особенно ценной является возможность работать с искаженными убеждениями. Например, человек может обнаружить, что в его снах постоянно повторяется сценарий неудачи или отвержения. Осознав себя во сне,
Он может не просто наблюдать за этим паттерном, но активно исследовать его, вступать во взаимодействие с образами сна, находить новые способы реагирования. Это не просто воображаемый опыт. Каждое такое осознанное взаимодействие создает новые нейронные связи, постепенно трансформируя наши глубинные убеждения. Возможно, самым важным аспектом этой работы является интеграция подавленных частей личности. У каждого из нас есть аспекты себя, которые мы по разным причинам научились подавлять или игнорировать. Может быть, это гнев, который считался неприемлемым в семье, или творческие импульсы, которые казались несерьезными. В осознанных сновидениях эти части нашей личности часто проявляются в виде персонажей или ситуаций. Имея способность осознавать себя во сне, мы можем вступать в диалог с этими аспектами, учиться понимать их значение и постепенно интегрировать их в целостную картину своей личности. Эта работа по интеграции различных аспектов личности естественным образом подводит нас к одному из самых глубоких вопросов человеческого существования – поиску своего истинного призвания или жизненной миссии. Виктор Франкл, переживший ужасы концентрационных лагерей и создавший на основе своего опыта уникальный метод психотерапии, говорил: «Каждый человек имеет уникальное призвание или миссию в жизни». Это не просто красивые слова, это глубокое понимание того, что у каждого из нас есть свое неповторимое предназначение, свой особый вклад, который мы можем внести в мир. Осознанные сновидения предоставляют нам удивительное пространство для исследования этого призвания. В состоянии осознанного сна мы можем вступать в прямой диалог с глубинными аспектами своей психики. Представьте, что ваше подсознание – это огромная библиотека, содержащая всю информацию о вашем истинном потенциале, ваших скрытых талантах, вашем уникальном пути. В обычном состоянии мы имеем доступ лишь к маленькой части этой библиотеки, но в осознанных сновидениях мы можем исследовать ее более полно. Особенно ценной является возможность получать символические ответы на экзистенциальные вопросы. В отличие от обычного размышления, где мы часто застреваем в кругу привычных мыслей, в пространстве сна наша психика может представлять сложные истины через яркие говорящие символы и метафоры. Вопрос о жизненном призвании может раскрываться через встречу с мудрым наставником во сне, через символическое путешествие или через неожиданное творческое откровение. Важно понимать, что поиск жизненной миссии – это не просто получение какого-то конкретного ответа или указания. Это процесс постепенной интеграции различных аспектов личности в единое целое. В осознанных сновидениях мы можем встречаться с разными частями себя, с нашим внутренним ребенком, который хранит наши самые чистые мечты и стремления, с нашим внутренним мудрецом, который знает наш истинный путь, с нашими творческими импульсами и глубинными стремлениями. Постепенно, через эти встречи и диалоги складывается более полная картина нашего предназначения. Этот процесс можно сравнить с составлением мозаики, где каждый фрагмент – это определенный аспект нашей личности, определенное понимание или способность. В осознанных сновидениях мы получаем возможность увидеть, как эти фрагменты складываются в единую картину, создавая уникальный узор нашей жизненной миссии. И что особенно важно, это не просто интеллектуальное понимание, а глубокое, целостное осознание своего пути, которое затрагивает все уровни нашего существа. Теперь, когда мы понимаем глубинный смысл и возможности осознанных сновидений, давайте поговорим о том, как практически подготовить себя к этому удивительному опыту. Ведь, как и любое значимое умение, способность осознавать себя во сне требует подготовки и практики. Начнем с самого фундаментального – развития осознанности.
Представьте, что осознанность– это мышца, которую мы можем тренировать. Самым эффективным упражнением здесь является регулярная медитация. Не нужно начинать с длительных сессий. Достаточно 10 минут каждое утро, когда вы просто сидите и наблюдаете за своим дыханием. Это простое действие постепенно развивает вашу способность быть присутствующим в текущем моменте. Следующий шаг– перенос этой осознанности в повседневную жизнь. Выберите какие-то обычные действия, например, мытье посуды, поездку на работу или прием пищи, и старайтесь выполнять их с полным вниманием. Замечайте текстуры, звуки, запахи, свои ощущения и мысли. Это не только развивает осознанность, но и делает обычную жизнь более насыщенной и интересной. Очень полезным инструментом является ведение дневника самонаблюдений. Выделите несколько минут вечером, чтобы записать свои наблюдения за день. Какие состояния вы переживали, какие автоматические реакции замечали, в какие моменты вам удавалось сохранять осознанность, а когда вы терялись в механических действиях. Параллельно с развитием общей осознанности важно практиковать специальные техники проверки реальности. Это своеобразные мостики между обычным состоянием сознания и осознанными сновидениями. Несколько раз в день задавайте себе вопрос: сон это или реальность? И не отвечайте на него автоматически, действительно проверьте. Попробуйте пройти сквозь стену или взлететь. Посмотрите на свои руки и отметьте, стабильны ли они. Прочитайте какой-нибудь текст, отведите взгляд и прочитайте снова. В реальности текст останется неизменным, а во сне он часто меняется. Эти проверки развивают не только осознанность, но и критическое мышление. Вы учитесь не принимать реальность как данность, а исследовать ее. Это особенно важно, потому что во сне мы часто принимаем самые фантастические события как нечто само собой разумеющееся. Развивая привычку проверять реальность в бодрствовании, мы создаем основу для того, чтобы делать то же самое во сне. Но что делать, когда мы действительно оказываемся в осознанном сновидении? Первое и самое важное– это правильная подготовка перед сном. Подобно тому, как опытный путешественник не отправляется в путь без карты и компаса, так и в путешествие по миру сновидений лучше входить с четким намерением. Начните с формулировки конкретной цели. Это может быть что-то простое, например: «Я хочу осознать, что нахожусь во сне, и исследовать свое творческое пространство», или более конкретное: «Я хочу встретиться с образом моего внутреннего мудреца и задать ему важный вопрос». Запишите эту цель перед сном и проговорите ее вслух несколько раз. Следующий шаг – визуализация. Представьте себе как можно более ярко и детально, как вы достигаете своей цели во сне. Если вы хотите встретиться с мудрецом, представьте, как вы осознаете себя во сне, как находите спокойное место для этой встречи, как формулируете свой вопрос. Чем яснее и эмоциональнее будет эта визуализация, тем больше вероятность, что ваше подсознание поддержит это намерение. Особое внимание уделите установке на сохранение осознанности. Это как настройка тонкого музыкального инструмента. Нужно найти правильный баланс между целенаправленностью и легкостью. Слишком сильное желание может создать напряжение, которое помешает естественному процессу, а слишком слабое намерение может быть недостаточным для достижения цели. Когда вы оказываетесь в осознанном сновидении, первой задачей становится стабилизация этого состояния. Многие начинающие практики теряют осознанность в первые же секунды от переполняющих эмоций или спешки. Поэтому важно регулярно проверять свое состояние осознанности, как бы заземляться в пространстве сна. Можно периодически проговаривать про себя: «Я осознаю, что это сон.
или просто внимательно рассматривать свои руки. Это классический якорь внимания в практике осознанных сновидений. Ключевой момент – поддержание баланса между активностью и наблюдением. Если вы слишком активно пытаетесь контролировать сон, это может привести к пробуждению. Если же вы становитесь слишком пассивным наблюдателем, осознанность может ускользнуть. Найдите золотую середину. Действуйте с намерением, но сохраняйте легкость и текучесть, свойственную самой природе сновидений. Для поддержания осознанности полезно использовать якоря внимания. Это могут быть определенные объекты или действия в пространстве сна, к которым вы периодически возвращаетесь. Например, вы можете выбрать яркий предмет в поле зрения и время от времени поглядывать на него. Или ощущать контакт ваших ног с поверхностью, по которой вы идете во сне. Такие якоря помогают удерживать осознанность, не теряясь в быстро меняющемся пространстве сновидения. Однако сам опыт осознанного сновидения – это только половина пути. Не менее важной является работа по интеграции этого опыта в нашу повседневную жизнь. Эрих Фромм, один из величайших психиатров XX века, говорил: «Язык сновидений – это единственный универсальный язык, который когда-либо создало человечество». И действительно, сновидения говорят с нами на языке символов и метафор, который нуждается в внимательном переводе и осмыслении. Первый и самый важный инструмент для такой работы – это ведение подробного дневника сновидений. Записывайте свой опыт сразу после пробуждения, пока воспоминания еще свежи. Не ограничивайтесь простым перечислением событий, отмечайте свои эмоции, телесные ощущения, мысли, которые приходили во время сновидения. Особенно важно фиксировать моменты, когда вы обретали осознанность, что послужило триггером, какие действия вы предпринимали и как менялось пространство сна в ответ на ваши намерения. Следующий этап – это работа с символами и метафорами сновидения. Каждый образ в наших снах может иметь множество значений, и важно не спешить с однозначными интерпретациями. Например, если вам приснилось, что вы летите, это может символизировать и стремление к свободе, и желание преодолеть ограничения, и духовный рост, и многое другое. Записывайте все возможные значения, которые приходят вам в голову, все ассоциации, которые вызывает тот или иной образ. Особенно важно соотносить опыт сновидений с вашей повседневной жизнью. Задавайте себе вопросы: как этот сон связан с тем, что происходит в моей жизни сейчас? Какие темы или паттерны я могу заметить? Какие инсайты или решения предлагает мне это сновидение? Часто оказывается, что образы и события из сна удивительным образом перекликаются с нашими текущими жизненными задачами и вызовами. Полезно также отслеживать, как меняются ваши сновидения с течением времени. Ведение регулярных записей позволяет заметить определенные циклы или темы, которые повторяются в разных формах. Это может дать более глубокое понимание тех процессов трансформации, которые происходят в вашей психике. Некоторые символы могут появляться снова и снова, постепенно раскрывая новые грани своего значения, как будто ведя с вами продолжающийся диалог. Все это ведет нас к самому важному – практическому применению осознанных сновидений для реальных изменений в нашей жизни. Пространство осознанного сна предоставляет уникальные терапевтические возможности, недоступные в обычном состоянии сознания. Одно из самых эффективных применений – это работа со страхами и фобиями. В пространстве сна мы можем встретиться со своими страхами в безопасной обстановке, где мы осознаем, что это сон, и при этом имеем возможность реально взаимодействовать с пугающими образами. Представьте человека, который боится публичных выступлений. В осознанном сне он может практиковать выступления перед аудиторией, постепенно увеличивая сложность ситуаций и развивая уверенность, которая затем
переносится в реальную жизнь. Не менее важна возможность разрешения внутренних конфликтов. В осознанном сновидении различные части нашей личности часто принимают форму отдельных персонажей, с которыми мы можем вести диалог. Например, конфликт между желанием творческой самореализации и стремлением к стабильности может проявиться как встреча с двумя разными персонажами, представляющими эти стремления. Осознанное взаимодействие с ними помогает найти путь к интеграции этих противоположных тенденций. Особенно ценной является возможность развития новых поведенческих паттернов. В осознанном сне мы можем экспериментировать с различными способами реагирования на ситуации, которые в реальной жизни вызывают у нас автоматические, часто нежелательные реакции. Это своего рода безопасная лаборатория для развития новых навыков и способов поведения. Что касается личностного роста, осознанные сновидения открывают поистине безграничные возможности. Развитие творческого потенциала происходит естественным образом. В пространстве сна мы можем создавать и исследовать новые идеи, образы, решения, не ограниченные рамками физической реальности. Художники могут экспериментировать с новыми формами и цветами, музыканты – слышать новые мелодии, писатели – исследовать необычные сюжетные линии. Углубление самопонимания происходит через непосредственное взаимодействие с различными аспектами своей психики. В осознанном сне мы можем задавать прямые вопросы своему подсознанию и получать ответы в виде ярких говорящих образов и метафор. Это приводит к более глубокому пониманию своих мотивов, желаний и потребностей. Наконец, все это ведет к усилению интеграции личности, процессу, в котором различные части нашего «я» становятся более согласованными и гармонично взаимодействующими. Регулярная практика осознанных сновидений помогает создать более целостный образ себя, где сознательные намерения и подсознательные импульсы не противоречат друг другу, а работают вместе для достижения общих целей развития и самореализации. Однако, говоря об этой удивительной практике, нельзя не упомянуть о важных мерах предосторожности. Как и любой мощный инструмент трансформации личности, осознанные сновидения требуют внимательного и ответственного подхода. Первое и самое важное – это поддержание регулярного режима сна. Практика осознанных сновидений не должна идти в ущерб качеству вашего отдыха. Установите стабильное время отхода ко сну и пробуждения, создайте комфортные условия для сна. Помните, осознанные сновидения – это не замена здорового сна, а его особое качество, которое развивается на основе хорошо установленного режима. Особого внимания требует работа с травматическим опытом. Если в ваших сновидениях начинают всплывать тяжелые воспоминания или травмирующие события, крайне важно не пытаться справиться с этим самостоятельно. В такой ситуации необходима поддержка профессионального психотерапевта, который поможет вам безопасно интегрировать этот опыт. Сновидения могут быть мощным инструментом исцеления травмы, но только при правильном профессиональном сопровождении. Еще один важный момент – избегание форсирования процесса. У каждого человека свой темп развития этой способности, и попытки ускорить его могут привести к разочарованию или даже к временному регрессу. Помните, практика осознанных сновидений – это не спринт, а марафон. Важно двигаться в своем собственном темпе, внимательно прислушиваясь к сигналам своей психики и уважая ее естественные ритмы. Подводя итог, можно сказать, что осознанные сновидения представляют собой уникальный и мощный инструмент самопознания и личностной трансформации. Это путь, который позволяет нам исследовать глубины своей психики, работать с подсознательными процессами и развивать свой потенциал совершенно особым образом.
При правильном, осознанном подходе эта практика может стать ключом к глубинной интеграции личности и реализации своего жизненного предназначения. Важно помнить, что каждый шаг на этом пути – это не только развитие способности осознавать себя во сне, но и углубление понимания себя, расширение границ своего сознания и постепенное раскрытие своей истинной природы. В этом смысле практика осознанных сновидений становится не просто техникой или методом, а настоящим путем самопознания и личностного роста.